Друзья, всем привет! Сегодня будет очень важная тема, потому что сегодня мы поговорим, что делать с водой. С водой в большом городе. И начать надо с того, что вода – это враг города. Да, именно от воды все беды. Именно она разрушает тротуары и улицы, именно она является причиной грязи и плохого настроения у пешеходов. Вода хороша в бутылочке, в кружечке, но вода отвратительна, когда она льется по тротуарам, по дорогам и мешает нам комфортно жить. Это я еще молчу вообще, когда наступает зима, когда сосульки падают на головы, а снежные завалы лишают нас возможности нормально передвигаться по тротуарам. Вспомните сейчас зиму. Вспомните зиму, лето закончилось. Вспомните и ужаснитесь вместе со мной. Поэтому задача любого города – воду как можно скорее с улиц убрать. Об этом мы с вами сегодня и поговорим. В России с водоотводом сегодня вообще огромная проблема. Старые советские системы ливневой канализации часто разрушены, засорены, они не справляются с нагрузкой, а в новых районах, как вы, наверное, заметили, ливневку вообще не делают. У нас, кстати, вообще почему-то считается, что вода сама найдет себе путь, куда-нибудь там уйдет, утечет, и про воду вообще можно особо не переживать. В итоге даже после небольшого дождя наши города затапливают, дороги и новенькая плитка разрушаются, повсюду грязь, наледь и плохое настроение. Что с этим делать и почему так происходит? Ну, если совсем коротко, если вы не хотите смотреть этот ролик, то сразу расскажу в двух словах, кто виноват. Виноваты дураки и виновата экономия или жадность или коррупция, назовите это как угодно. С одной стороны, мы имеем плохо образованного заказчика, который совершенно не понимает об эксплуатации тех объектов, которые заказывает. С другой стороны, мы видим желание побольше украсть. А на чем можно украсть, когда вы делаете новую улицу? Согласитесь, будет глупо украсть асфальт или не поставить фонари. Это сразу все заметят, и придет Навальный и напишет про вас какие-нибудь посты. А если, например, не сделать ливневую канализацию, то особо никто и не разберется. Ее ведь сразу не видно, а когда там пройдет ливень, когда что-то затопит, тогда уже и будем говорить. Можно будет придумать какие-нибудь красивые истории, почему так случилось. В общем, как обычно, на ливневочке экономят, воруют, приворовывают. В общем, вставьте любое удобное вам слово. И сегодня я хотел бы рассказать, как проблему водоотвода решают в других странах. Может быть, кто-то из наших мэров задумается, и в России появится хоть один город, где смогут обуздать стихию. И у меня, как обычно, друзья, к вам просьба: посмотрели этот ролик сами и отправьте этот ролик своему мэру, отправьте в администрацию, пусть люди просвещаются. Итак, у нас прошел дождь, и надо куда-то отвезти воду. Ну, что делать за городом, всем понятно. Там большая часть осадков, она просто уходит в землю, и с этим никаких проблем нет. А вот в городах, где все залито асфальтом, бетоном, в воде просто некуда уходить. Отводить воду приходится с помощью системы стоков, и направляется вся эта вода прямиком в городскую ливневую канализацию. И потом это все уходит, обычно в ближайшую реку или в другой водоем. И тут есть несколько проблем. Системы ливневой канализации не всегда справляются с нагрузкой, особенно если прошел сильный ливень. Мы это прекрасно знаем по нашим городам, даже в центрах есть места, которые постоянно затапливают. Особенно если там старые коллекторы, которые уже засорены, и есть традиционные места подтопления. Вторая проблема, то, что традиционную систему ливневой канализации очень дорого строить. Вам нужно рыть вот эти вот коллекторы, это, естественно, недешево, особенно если там уже есть какие-то другие коммуникации. Третья проблема, то, что вода, дождевая вода с улицы, она вымывает грязь, там, песок, листья, окурки, там, другой мелкий мусор, который есть на улицах, и все это быстро забивает коллекторы. Эффективность системы снижается, то есть ливневые коллекторы нужно постоянно чистить от этого вот мелкого мусора, который туда с дождевой водой попадает. Ну и следующая проблема, то, что через ливневую канализацию в реки и моря попадают опасные вещества с улиц. Это тяжелые металлы, капающие с машин жидкости, это вот масло, бензин и прочая дрянь, которая есть на улицах. Ну а фильтровать ливневые стоки это вообще очень дорого, и почти никто этим не занимается. Годами вопрос водоотвода решали просто. Строили просто подземные ливневые коллекторы, да, те самые, в которых жили черепашки-ниндзя, и все было хорошо. Но за последние десяток лет
тенденция изменилась. Именно об этом я сегодня хотел вам рассказать, и сейчас у нас будут удивительные новости из мира борьбы с водой. Один из первых крупных примеров — это американская Филадельфия. Изношенная канализация города просто не справлялась с частыми ливнями, так что город частенько превращался просто в огромный водоем. В 2006 году Департамент водоснабжения Филадельфии решил: хватит расширять серую инфраструктуру, давайте инвестировать в зеленую. Зачем бесконечно прокладывать, чинить и менять трубы, менять фильтры, если можно просто вернуть в город землю, которой так не хватает? Оказалось, что это еще и экономически выгодно. На создание зеленой инфраструктуры уйдет примерно 2,4 миллиарда долларов за 25 лет. Серая же потребует гораздо больше, от 8 миллиардов. Так родилась программа «Зеленый город. Чистые воды». С 2006 года в Филадельфии законодательно установлено, что любые новые строительные объекты площадью более 1500 квадратных метров должны иметь зеленые зоны, способные поглотить до 3 сантиметров осадков. Этого обычно хватает, чтобы к изношенной городской канализации можно было вообще не обращаться. То есть 3 сантиметра осадков — это обычный дождь, то есть смысл в том, что на новом объекте после обычного дождя вся вода должна уходить в землю, она не должна поступать в городскую ливневую канализацию. С тех пор город стал активно обрастать клумбами, дождевыми садами, зелеными крышами, искусно заболоченными биотрясинами и так далее. Около 30% асфальта заменили на водопроницаемое дорожное покрытие, которое, кстати, было изобретено здесь же, в Филадельфии. То есть это асфальт, который пропускает воду. Изобрели его в институте Франклина еще в 1977 году. Вдоль дорог появилась сеть траншей, выложенных водопроницаемой геотканью, которую наполняют камнями или гравием. Все это сверху замаскировано почвой, деревьями, то есть это внешне даже вообще не видно. Но именно благодаря вот этим решениям город кардинально преобразился. Ну вот сравните, например, правую часть фотографии, это то, что было до, и левая часть, то, что стало после. Невероятно. Просто невероятные изменения произошли в Филадельфии. За 5 последующих лет Филадельфия снизила нагрузку на канализационную систему города почти на 30%. Эффект от зеленой инфраструктуры превзошел все ожидания, и Агентство по защите окружающей среды США сделало ее частью своей глобальной программы. У них есть компьютерная модель, и они анализируют ливневые стоки, и эта модель используется по всему миру. И с ее помощью Америка помогает другим странам переходить на светлую зеленую сторону силы. К примеру, последовали, например, Австралия, Франция, Великобритания, Норвегия, Швеция, Финляндия и так далее. Ну и так далее, кроме России. России пока еще в этом списке нет, и я не знаю, насколько патриотично учиться у американцев решать вопрос воды в городе. Но я надеюсь, все-таки мы присмотримся к положительным мировым практикам. На самом деле набор решений, он довольно простой. Ну, давайте начнем с дождевых садов. Что такое дождевые сады? Это земли внутри городского квартала, на которых высаживаются травы, кустарники, и они приспособлены к существованию в загрязненной среде города. С помощью них можно искусственно воспроизвести природный круговорот воды. То есть осадки впитываются в почву. Почва — это естественный фильтр, который очищает их от токсичных веществ и пополняет ресурс подземных вод. Эти растительные боксы, они могут находиться прямо вровень с тротуаром и просто являться продолжением бордюра, как обычные газоны, а могут находиться ниже тротуара. И тогда такие углубления называются ливневыми горшками. Я много раз показывал вам из разных стран, как это выглядит в жизни. Вот, например, новая улица в шведском городе Мальмё. Здесь хорошо видно, как вот эта система работает. Через каждые 20 метров сделаны вот такие вот ливневые горшки, и они вот состоят из 3 отсеков. Первый отсек принимает воду с дороги, это самая грязная вода. Здесь через решетку фильтр, крупный мусор, ну там, например, листва, песок. Здесь все это отседает вот в первом отсеке, это вот на дне первого резервуара. И уже очищенная вода попадает в большую зону с растениями, где естественным путем она уходит через почву вниз, прямо в самый центр земли. Ну, на случай переполнения, если вдруг пойдет сильный дождь, есть обычная решетка, по которому вся лишняя вода попадает просто в городскую ливневую канализацию. Все подобные решения, они принципиально одинаковые во всех странах. Ну вот другой пример, это уже Америка, вот посмотрите, как это выглядит. Почвенная смесь в таких садах обычно состоит на 50% из песка, еще 20-30% это компост, и оставшиеся 20-30% это плодородный слой. Чтобы вода направлялась не в канализацию, а в дождевые сады, по всему городу
построена специальная система водоотводов и каналов, которая направляет воду туда, куда нужно. Ну и на случай, если воды будет очень много и почва просто будет не успевать все это дело впитывать, в каждом дождевом саду предусмотрено приспособление для отвода излишков воды. Обычно он находится на высоте примерно 5 сантиметров над уровнем почвы. Через него излишки воды просто поступают в обычную ливневую канализацию. Но еще раз, смысл в том, что обычный дождь, он никак не нагружает традиционную ливневую канализацию. То есть вся вода, она уходит через эти вот дождевые сады, уходит просто в землю, и все хорошо, все счастливы. Чаще всего дождевые сады разбивают между проезжей частью и тротуаром и вокруг жилых домов, чтобы вот эти дождевые сады принимали воду, которая стекает с крыш. Это один из новых районов Парижа. Вот посмотрите, я тоже вам его показывал. Вообще в Париже, в новых жилых районах, систему такую применяют повсеместно. Я в описании к этому ролику оставлю ссылочки, где я гуляю по новым районам Парижа. И обязательно посмотрите, как французы строят сейчас жилье. Сады могут быть очень большими. Они создаются, например, такие большие сады в парковых зонах неподалеку от дороги. Вода поступает сюда с проезжей части по системе стоков и тоже уходит просто в землю. Следующее, про что нужно рассказать, это биотрясины. Еще недавно тотально выровненная поверхность казалась идеальным типом городского ландшафта. Все сравнивали, мы покорили природу, все было ровненько и красиво. Сегодня все по-другому. На улицах и во дворах США и Европы создается искусственный рельеф, чтобы направить стоки дождевой воды в специально созданные биотрясины. Это небольшие болотца, которые засажены камышами, там осока, тростник, в общем, любая другая растительность, которая живет в болотах, любит болото, любит воду, и она помогает эту загрязненную воду очищать. Вот, например, как это выглядит в французском Гренобле. Вот отличный пример биотрясины. А вот это уже Париж. Посмотрите, как это сделано в Париже. Ну и здесь нужно помнить, что эта вот биотрясина — это просто красиво. То есть у вас во дворе появляется уголок дикой природы, появляется такой естественный ландшафт, и, по-моему, это гораздо лучше, чем какие-то эти вот убогие газоны за заборчиками, да, у вас появляется какая-то вот классный, прикольный ландшафт, который еще служит двору и помогает отводить воду. Следующее решение — это проницаемое покрытие. То есть если квартал у вас застроен настолько плотно, что места для дождевых садов и тем более для биотрясин просто не осталось, то можно сделать покрытие водопроницаемым. Есть два варианта. Можно использовать специальный пористый асфальт. Этот способ обычно применяется для дорожного покрытия. Либо при мощении оставлять между кирпичиками или плиткой небольшие зазоры. Тем самым сделают углубление для воды. Ну, этот метод подходит, соответственно, для тротуаров. Посмотрите, вот как это покрытие выглядит в жизни. От обычного оно вообще ничем не отличается. А вот теперь посмотрите, как это работает. То есть даже цистерну воды такое покрытие поглощает всего за несколько секунд. Просто фантастика. В зазорах между камнями можно высадить травы или мох, и это будет еще лучше фильтровать воду, а внешне выглядеть будет привлекательнее, появится у вас настоящий живой тротуар. Еще важный момент — это зеленые крыши. Еще один выход для районов, где просто осталось очень мало свободного пространства, а стоимость земли слишком высока, чтобы делать вот биотрясины или дождевые сады. Ну вот, посмотрите, как выглядит Филадельфия. И как раз для Филадельфии это стало практически повсеместным решением. Учитывая закон, про который я вам рассказывал, с осадками до 3 сантиметров городские объекты должны справляться без помощи канализации. И воду поглощают крыши. У таких систем есть сразу несколько плюсов. Ну, во-первых, у вас отпадает необходимость в водосточных трубах. Во-вторых, сад на крыше, он еще сохраняет тепло, так что можно еще сэкономить на отоплении дома. А вот еще интересное решение подглядел в Стокгольме. Посмотрите, как они избавляются от воды, которая стекает с крыш. Дождевая вода здесь через водосточные трубы собирается в таких специальных резервуарах, а затем ее используют для полива. То есть она не уходит в канализацию, она вот остается в таких вот бочках, в резервуарах. Она, чтобы не испарялась, она специально накрывается такой крышечкой. Есть там все сеточка, все. И она стоит и ждет своего часа, потом эту воду повторно используют. Очень крутое, экономное решение. В принципе, что каждый советский человек делал на даче, да, ставил бочку под трубу, потом эту бочку использовал для полива. Вот сейчас
Все нормальные ребята то же самое делают в городах, собирают дождевую воду. Кстати, иногда резервуары для воды размещают не на земле, а под землей. Есть такие специальные пластиковые блоки, из них собираются резервуары нужного размера, и там во время ливней собирается вся вода с дорог, тротуаров, парковок, крыш, и уже из этих резервуаров вода постепенно, там, может часами, может несколько дней уже впитываться в грунт. Тоже классное решение, если у вас нету ливневой канализации, а воду нужно где-то собирать и как-то ее отводить. Теперь вы знаете, друзья, как в мире борются с водой. Я очень надеюсь, что когда-нибудь и в России начнут думать о том, как отводить воду, и будут делать это грамотно. Запомните, друзья, от воды в городе все беды. Она разрушает дороги, разрушает тротуары, от нее грязь, ужас, кошмар, все бедствия, поэтому с водой нужно бороться. Сегодня я рассказал вам, как с водой борются в развитых странах. Надеюсь, Россия скоро станет в один ряд с США и странами Европы. Мы тоже будем грамотно бороться с водой. А чтобы это произошло поскорее, вам нужно поставить лайк, нужно написать комментарий, нужно расшарить это видео и обязательно отправить это видео в администрацию своего города. Всем пока, увидимся завтра в новом видео.